Всем привет, друзья, с вами Дед, и сегодня у нас будет видеогайд по третьей части нового события Кодекс Бессмертных, Повелитель Стикса. По порядку пройдемся по таким темам: механика босса, стили борьбы с боссом и мой бой на практике. Механика босса. В обычном состоянии босс наносит массу атаки с небольшим уроном, который в целом пережить не особо трудно. После определенного промежутка времени, это примерно 45 секунд после начального щита, переходит в свою следующую фазу, в которой накладывает на себя щит. Цифры на щите – это необходимое количество ударов, которые требуются, чтобы сбить его. То бишь, один удар героя – это 1 единица сбитого щита. И с каждым переходом в эту фазу плотность щита будет увеличиваться. Первый щит – это 100 единиц, потом 140, 180, 230, 280, 330, 390, 450 и 550. Сама механика чем-то напоминает лаву рыцаря с рейда. Если щит сбить не удалось, то герой наносит огромный урон, сбривая команду в 99% случаев. Если же щит сбит, то босс падает в стан на короткий промежуток времени, в котором герою наносят дополнительный по нему урон. Также заметим, что у босса очень крепкая защита от магического урона, поэтому на данном этапе физовики будут гораздо полезнее. Стили борьбы с боссом. Тут сразу хочу заметить, что сам порядок тактик выставлен по их профитности, то бишь в начале будут менее профитной тактикой, а в конце более, но которые требуют от игрока определенных персонажей и условий. Первый в списке и первый, который приходит после нескольких попыток ударить босса, это стиль через пробитие щитов. Весьма логично, ведь даже в обучении нам говорят, что нужно забивать щиты и брать героев с большой скоростью атаки. Одним из самых полезных героев, который пригодится в любой команде через эту страту, является Калипсо, так как ее камни считаются за каждую тычку отдельно. То бишь 4 камня это 4 удара, значит она с каждой тычки бьет как 5. Ну а если у вас есть 5-я пробуда, то это все 6 тычек сразу. Советую использовать ее во всех пачках через данную тактику. Потом у нас идет Ситрам. За счет своей ульты он достаточно быстро справляется с щитом босса. Нюанс только в том, что между щитами он не успеет восстановить всю ярость, и для него в команду желательно брать какие-нибудь заливы, например, Лорел через Волку. Дальше поговорим о самих сборках составов через фракции. Самыми подходящими являются Звездные Странники и Совет Кошмара. Также прошу заметить, что на момент записи данного ролика только вышла новая фракция Верховные Судьи, и вполне возможно, что она также сможет неплохо справиться с данной задачей, но протестировать это, к сожалению, шанса не было, так как героев данной фракции почти ни у кого не было на данный момент. Странники. Тут хорошо заходят за счет обильного количества отличных луков, у которых базовая скорость атаки значительно больше всех остальных классов в игре. Калипсо, Сайлос, Саргак, Розаак и остальные луки отлично зайдут под страту со своими лордами в виде Арачи и Лунерии. Также к ним можно пристроить и Ареса или Эстрид, чтобы они накладывали раскол брони на босса. Для поддержки в виде хила советую взять Веловин, чтобы дополнительно регенерировать ярость, плюс феи можно удобно достать на фланг которого она не дотягивается. Также можем использовать Холлоу или взять для интереса Волку вместо хила. Достаточно ее выставить на поле боя, как все союзники будут хилить себя любимым от нанесенного ими урона. Также допом Долорес или Констация будет отличным бонусом. Совет Кошмара решает за счет бустов скорости героев и двойной атакой. Огромным бонусом будет Торадор в качестве лорда. Салазар, Деймос, Кинеза, Хасу за счет двойного удара помогут отлично справиться с щитами и показать при этом большие цифры. Лодов и Коммода тоже помогут за счет своей базы, но урона от них будет гораздо меньше. Вполне логичным, если взять и Волку в качестве хила в эту тему. Если в команде есть герои, которые накладывают кровоток, то советую одеть на команду Арт Алая Охота, при наличии советую взять Констанцию. Сборная солянка тоже имеет место быть, если грамотно использовать сборку, исходя из совета выше и наличия героев. По шмоту каких-то уникальных рекомендаций нету, переодеваем своих героев в самый лучший шмот, что у вас есть на Аке, и в бой. Обязательно ищем, чтобы скорость была у вас в допах.
Магия души и рев отлично зайдут всем героям. Также не забываем переодеть артефакты. Артефакт на бойцов, который вызывает фантома, сюда очень хорошо зайдет, так как его удары тоже учитываются. А на стрелков одеваем что-то из этого. И переходим к следующей страте. Через любимого персонажа небезызвестного Гатти. Страта через Салазара. Основным принципом и фичей этого способа является ультимейт Салазара. С его помощью он может пережить губительную ульту босса, войдя в инвиз и неуязвимость на несколько секунд и пережив атаку босса. Таким образом, может продлить бой до самого конца, не умерев, и дать возможность команде набить больше урона в долгосрочной перспективе, чем в предыдущей страте. Что нам для этого нужно и какие есть нюансы? Первый. Мы обязательно должны играть через волку. Второй момент — это то, что нашу команду нужно будет продавать, а потом выставлять обратно. Например, мы начали бой, выставили всех, они пробили начальный щит, и после того, как босс активировал свой щит, которым нужно сбивать количество ударом, мы продаем всех, кроме Салазара. Ульта Салазара должна быть готова к моменту спермоносного удара, блять. Спермоносный удар, сука. О, бля. Ульта Салазара должна быть готова к моменту смертоносного удара босса. И в момент, когда он ультует, мы ультуем Салазаром. Пережили ульту и ждем отката нашей команды. Пока Салазар в соло пинает босса. Обычно остальные члены команды выставляются после окончания следующего смертоносного удара босса. Получается, команда бьет по очереди. Один раз ударила, потом на перезарядке выставили, ударили и снова убрали. И так до конца боя. С учетом длительности боя, эта тактика гораздо профитнее первой, так как в первой вы не сможете далеко уйти на пробитых щитах. Салазара обязательно одеваем в топовую магию души и охоту. Или кристалл зла на выбор. Остальных же одеваем во все лучшие свои сеты, которые имеете, кроме магии, например, мудрость, рев или ужас. Саму команду выбираем на свой вкус, исходя из героев. Я же выбрал команду через кошмар, ну и лорды тут логично появляются в мыслях, это гнев или Торадор. В целом, за таким же принципом можем использовать того же барона или брокера, чтобы пережить щит, а потом всех выставить. Но понятное дело, что это уже крайний вариант, и профитов это будет не так много, но больше, чем ничего. На мой взгляд, это самая универсальная и доступная тактика, которая дает набить приличные цифры, так как для нее нужен всего один персонаж, и она не требует суперснаряжения. Просто вы сможете набить столько, сколько вам позволит сила вашего ака и ваше умение собирать команду. Именно с ней я первый раз зашел в ССС+. Дальше поговорим о тактике, которую использовал. Тут мы играем через двух хилов, чтобы пережить ульту босса, сохранив команду живой, никого не продавая и выставляя обратно. Тут нам понадобится два хила, это Сэдди и Вортекс. За счет щита водяного элементаля и снижения урона от Сэдди, Тима благополучно переживет весь бой. Команду мы набираем исходя из ситуации, шмот в таком случае предпочтительнее магии души и за некоторым исключением рев. По списку у нас идет тактика с Харцем на первой пробуде. На первой пробуде он будет бросать щит с ульты не только на себя, а еще и на всех тиммейтов, что стоит вокруг него в радиусе одной клетки. Харца нужно одеть в максимальный жир с максимальным ОЗ процентом в шмотках. Реализация достаточно простая, юзаем ульту за несколько секунд до ульты босса. Саму команду выбираем на ваш вкус, исходя из вашего пула и рекомендаций выше. И хоть сам босс бьет очень слабо, но под конец боя ваши персы начнут отваливаться от урона, ибо их никто не хилит, и вам все равно придется брать хила в команду. При таком раскладе у нас есть 3 клетки на земле впереди и 1 на поверхности, на которых мы сможем выставлять наших ДД. 1 лук и 3 бойца, что в целом тоже неплохо. В основном тактика очень хорошая и даст возможность набить с ней больше колов ачей, чем с предыдущей. Шмот в таком случае предпочтительнее в магию души, за некоторым исключением рев. И напоследок говоря, с Регулусом провернуть то же самое нельзя, ибо с ультын просто питает весь урон на себя, а на второй круг он просто отъедет. Дальше у нас идет тактика через Вортекса.
Суть заключается в том, чтобы пережить ульту босса сугубо через ульту Вортекса. Тогда зачем мы рассматривали пачку через Эдди, вы спросите? Во-первых, это Пантеон. В нем одна из сильных загвоздок, так как он сильно бустит характеристики героев. А в данном случае ОЗ. Вот мой Пантеон. Для сравнения на 21, 12, 23. Во-вторых, мой Вортекс, с которым я это делал. Поэтому тут момент шмота и прокачки ака очень влияет. Не хочу душить идеи в зародыше, просто говорю как есть о ключевых моментах, чтобы вы сразу ориентировались и представляли картину в целом. Также нам понадобится залив для Вортекса, но в этом случае мы уже можем не брать хила, а взять, например, Лорел, которая помимо его будет заливать еще нескольких остальных членов команды, а значит мы уже не тратим топ-героя для выживания, а используем его более профитно. Лорел в таком случае можем использовать как и через продажу выставления, так и просто выставив на поле и используя ее ульту. Если откатывать ульту Вортекс не будет успевать, значит даем ему допами ярость. Плюс в том, что дополнительно можно поставить максимум 2 стрелков, что уже дает преимущество, чего не сделать в предыдущих стратах. Также я думаю, что можно сделать аналогичную страту только через Гвендолин, что по логике должно получиться не хуже, но поскольку у меня ее нету, то я не ручаюсь говорить за нее. Я думаю, уже понятно, во что тут нужно одевать героев. Ну и последняя на сегодня тактика, это тактика через Констанцию. Эта тактика была самый лучший момент самого первого запуска кодекса и принадлежит она Лорду, главе Вечных. Здесь решает возможность выставить Констанцию на землю. При всем желании поставить Долорес на этот вид босса, как бы мы ее ни ставили, пользоваться в команде ей будет неудобно или непрофитно. Констанция категорично закрывает вопрос, давая баф атаки всей команде, еще и хиляя. Одеваем ее в фулл атаку процент и максимально разгоняя атаку. Пачка лорда была через Сайлоса и Гипоту под Арачи. Харцем переживал щиты и дополнительно заливал всех деревом. После ульты босса врубал ульты тиммейтов и разрешал унижать босса. Пачка отличная, цифры говорят сами за себя, при том, что с существенным разрывом. Шмот через магию души или как рев в случае, например, с Сайлосом. Итого мы рассмотрели 6 страт, каждая из них по-своему хороша и применима. Какую из них использовать, подскажет вам ваш пул героев. А сейчас мы переходим к моему бою, на котором как раз смог поставить рекорд. Также напоминаю, что материалы для видео были взяты из первого запуска кодекса, и рекорды тогда поставленные скорее всего не актуальны, ибо были перебиты авторами. В команде я использовал Сайлоса, Салазара, Деймоса под гневом, переживал щиты с помощью Харца и подхиливал, заливал Элвин. Выставляем Харца таким образом, чтобы он покрывал всех наших союзников. Первые ульты я выжидаю и не использую, ультую только с Салазаром для того, чтобы добить босса, и в промежутке бью Салазаром, чтобы нанести чуть-чуть больше урона, так как он все равно потом успеет откатиться за его щит. Почему в первом прохождении я взял Деймоса, а не высокомерного? Потому что высокомерного очень тяжело контролить с его автоультой, а Деймоса ты можешь включить когда угодно и когда тебе нужно. И за счет этого он может нанести больше урона. Высокомерно же будет стоять, например, как гнев, и ультить ему в щит, когда это абсолютно никому не нужно. Сайлос, я думаю, тут понятный выбор. И Салазар, то что быстрый достаточно откат ульт и хороший взрывной урон. Плюс все это дело под гневом, который тоже одет в хороший шмот и плюс-минус что-то может нанести.
Сейчас я смотрю на это и понимаю, что, возможно, это не мой Dream Team, но, тем не менее, рекорд получился достаточно неплохой. По итогу, я считаю, тактика была использована, мне она тогда была по душе и игралась с ней достаточно комфортно. Можно заметить, что Сайлосом и Теондисом, Деймосом я ультую чуть-чуть раньше. Ну как чуть-чуть, так достаточно рановато. Это нужно для чего? Тайминги со временем сбиваются. И я сейчас ультую раньше, чтобы на второй ульте мои герои, они ультанули чуть-чуть, так скажем, позже. Для чего это делается? Все герои одеты в магию души, и по идее, как бы по логике, лучше всего они раскроются после своей там пятой, да, ульты. Короче, то есть чем больше он ульту заюзал, тем больше урона несет. И как бы тайминги специально здесь построены так, чтобы они наносили хороший урон именно под конец боя. То бишь специально я для этого сдвинул тайминги ультимейтов героев, чтобы они ультанули раньше. Ну а Салазар в этом плане красавчик, потому что он очень быстро заряжает ульту, наносит плюс накладывает кровоток и ну вообще красавчик. С ним на этом виде босса прям очень комфортно работать. Вот такой получился у нас бой. Здесь видим статы, видим героев, да, сколько кто набил. И видим, что в топе тоже заняли достаточно неплохое место. Но как вы видите, что даже Лорд, который на первом месте, не смог зайти в СС, потому что, ну, такой же, как бы рейтинг был, как мне кажется, что завышен. Немножечко цифры они не рассчитали, не дотестили, так скажем, именно вот этого босса и переборщили именно с цифрами. Да, я также прошу не обращать внимания на ник, что у меня стоит инженер 1. Это был один из рофлов нашего клана. В какой-то момент мы все себе взяли такие ники. И момент снятия видоса попал именно на такой день. В целом на этом все. Не забывайте поддержать видео лайкосом, а канал подпиской, если этот гайд был вам полезен и помог принести новый рекорд. А с вами был Дед, желаю всем хорошего дропа и до новых встреч.